Всем здравствуйте! Недавно мне в комментариях написали, могу ли я связать вот маленького бобра. И вот представляю вам свою игрушку, маленький такой бобер. Это цельно вязаная игрушка. Все детали мы вывязываем по ходу вязания. Начинаем вязать снизу, вывязываем хвостик, нижние лапки, верхние лапки. Такую мордашку вывязываем. Отдельно, конечно, вывязываем зубки, но привязываем их. И далее вывязываем ушки, и игрушку мы связали. Такая игрушка небольшая, по сантиметрам. Вот 9 сантиметров. И расход пряжи на нее тоже небольшой. Также по такой схеме мы вязали уже много малышей. Сейчас я вам их все покажу. Вот недавно с вами вязали вот таких красивых лошадок. Все мастер-классы у меня есть на канале. Я оставлю ссылки под видео и на видео. Так, потом вот такие Микки и Мини Маусы. Вот зайки, котики в одежде. Такие медвежата. Лисичка и енотик. Вот такая белочка, ежик, мышка. Вот такая зайка без одежды. Олененок. Такая красивая единорожка. Вот такие 3 собачки. Овчарка, хаски и корги. Вот такая кошечка. И еще мы вязали вот такую малышку в конвертике с сосочкой. Вот. И такой конвертик можно отдельно использовать для любой из этих игрушек. Так, вкладываем. И вот так уже смотрится игрушка в конвертике. Все мастер-классы есть у меня на канале. Переходите и вяжите, если они вам понравились. А сегодня с вами свяжем вот такого симпатичного бобра. Для бобра я буду использовать плюшевую пряжу в 100 граммах 120 метров и крючок 4 миллиметра. Берем основной цвет, делаем кольцо амигуруми. В это кольцо ввязываем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. В первом ряду 6 столбиков. Переходим на второй ряд. В каждый столбик предыдущего ряда вяжем по прибавке. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Во втором ряду 12 столбиков. Третий ряд. Провязываем 1 столбик, но не до конца. Переходим на дополнительный цвет, так как будем вывязывать здесь хвостик. Теперь за переднюю стенку следующего столбика сделали соединительную петлю и набираем цепочку из 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8. В четвертую воздушную петлю от крючка 1, 2, 3, вот четвертая, провязываем столбик с 2 накидами. Снова сделали 2 накида. В следующую воздушную петлю еще провязываем столбик с 2 накидами. Сделали 2 накида. Следующая воздушная петля, столбик с 2 накидами. Теперь 1 накид на крючок, столбик с 1 накидом и полустолбик с накидом в последнюю воздушную петлю. Вот получается такой хвостик. Теперь за эту же переднюю стенку вводим крючок и уже захватываем основной цвет и протягиваем через эту петельку. Вот эти 2 ниточки, 2 вот этих хвостика связываем на 2 узелка. И продолжаем вязать туловище. 4 столбика, 1, 2, 3, 4 не до конца, переходим на дополнительный цвет и будем вывязывать лапку. Набираем 5 воздушных петель, 1, 2, 3, 4, 5. В третью воздушную петлю от крючка провязываем 1 столбик с накидом, сюда же 2 столбик с накидом и 3 столбик с накидом. Провязали 3 петельки и оставшиеся 2. Соединительная петля в ту воздушную петлю, из которой мы вывязали 3 столбика с накидом, и по воздушным петлям 2 соединительные петли. И соединительная петля в сам столбик, из которого все вывязывали, здесь захватываем основной цвет и переходим на основной цвет. Вяжем по туловищу 4 столбика. 1, 2, 3, 4 не до конца. Снова берем дополнительный цвет, вывязываем вторую лапку. 5 воздушных петель, 1, 2, 3, 4, 5. В третью воздушную петлю от крючка провязываем 3 столбика с накидом, 2 и 3. Провязали 3 петельки, теперь оставшиеся 2. Соединительная петля, воздушную петлю, из которой вывязали 3 столбика, и 2 соединительные петли по воздушным петлям. И еще одна соединительная петля в сам столбик, из которого все вывязывали здесь. И до конца ряда довязываем 2 столбика. Получилось 12 столбиков без изменения. Теперь 4, 5 и 6 ряды вяжем по 12 столбиков. Вот провязали 4, 5 и 6 ряды по 12 столбиков. Вяжем 7 ряд и здесь будем вывязывать уже верхние лапки. Провязываем основным цветом 1, 2, 3, 4, 5. Я провязываю 6 столбиков и буду вывязывать здесь ручку. Вы смотрите
по своей плотности вязания, сколько вам нужно провязать столбиков, чтобы ручка располагалась вот над ножкой. Перешли мы на дополнительный цвет и вяжем их точно так же, как ножки. 5 воздушных петель, 3, 4, 5. В третью воздушную петлю от крючка 3 столбика с накидом и с одной общей вершиной. Провязали 3 петельки, оставшиеся 2. Соединительная петля в ту воздушную петлю, из которой все вывязывали. По цепочке 2 соединительные петли. И еще одна в сам столбик, из которого все вывязывали. И переходим на основной цвет. Теперь вяжем 4 столбика. 1, 2, 3, 4 столбик не до конца. Переходим на дополнительный цвет и вывязываем вторую ручку. 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. В третью воздушную петлю от крючка 3 столбика с накидом. Теперь одна общая вершина, соединительный столбик в ту воздушную петлю, из которой вывязывали, и по цепочке 2 соединительные петли. Третья в сам столбик и переходим на основной цвет и довязываем 2 столбика. Без изменения 12 столбиков. 8 ряд. Вяжем 2 столбика, 1, 2 и убавка. Так довязываем до конца ряда, и в конце 8 ряда получится 9 столбиков. И берем наполнитель, наполняем игрушку наполнителем, так как отверстие сужается и будет неудобно наполнять. 9 ряд и вывязываем голову. В каждый столбик предыдущего ряда по прибавке. Так довязываем до конца ряда, и в конце 9 ряда будет 18 столбиков. 10 ряд, 2 столбика, 1, 2 и прибавка. Так повторяем 6 раз, и в конце 10 ряда получится 24 столбика. 11 ряд. Вяжем 15 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15. И вот здесь посередине между лапками будем вывязывать мордочку, носик. Вывязываем 4 столбика с накидом с одной общей вершиной. 2, 3 и 4. Провязали 4 петельки и оставшиеся 2. Теперь 1 столбик без накида. И в следующую столбик провязываем тоже 4 столбика с накидом и с одной общей вершиной. Провязали 4 петельки,
оставшиеся 2. И довязываем до конца ряда 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Вот как получается. Теперь 12 ряд, 2 столбика, 1, 2 и убавка. Так повторяем 6 раз, и в конце 12 ряда 18 столбиков. 13 ряд вяжем 18 столбиков без изменения. Довязываем до конца ряда. Вот что получается. Теперь возьмем белую пряжу и свяжем зубки. Оставляем хвостик. Набираем цепочку из 3 воздушных петель. 1, 2, 3. Во вторую воздушную петлю от крючка делаем соединительный столбик, 2 воздушных петли. Во вторую воздушную петлю от крючка соединительный столбик. Теперь соединительный столбик делаем воздушную петлю. Вот получились такие зубки. Теперь ниточку тоже вот так отрезаем, закрепляем. Вот так. И теперь нам нужно вот так здесь их привязать. Так, убираем здесь так столбики, берем одну вот ниточку, так протягиваем ее и через один столбик берем вторую ниточку, так протягиваем. Ниточки вот так подтянули, зубики поправили и завязываем на 2 хвостика, на 2 узелка. И вот такие получаются зубки. 14 ряд. Вяжем 8 столбиков основным цветом. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 не до конца. Переходим на дополнительный цвет и вывязываем ушко. Ушко вяжем из 4 столбиков с накидом. 1, 2, 3 и 4. Провязали 4 петельки, оставшиеся 2 дополнительным цветом, основным цветом. И вяжем основным цветом 7 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 не до конца. Переходим на дополнительный цвет. Вы, конечно, смотрите по своей плотности вязания, так как возможно, нужно провязать плюс-минус 1 столбик, чтобы ушки располагались там, где положено. И второе ушко. 4 столбика с накидом. 1, 2, 3,
4 петельки и оставшиеся 2 основным цветом и довязываем 1 столбик. Теперь дополнительный цвет отрезаем. Здесь можно его связать вот с нашей основной ниточкой, так, чтобы немножечко закрепить. Вот так. Можно взять наполнитель и немного наполнить. И вот я еще вставила глазки 10 миллиметров. Вот они располагаются между 13 и 14 рядами. Теперь 15 ряд. Вяжем 1 столбик и убавка. Так повторяем 6 раз. В конце 15 ряда 12 столбиков. Еще дозаполняем наполнителем, вяжем последний 16 ряд. Здесь 6 убавок подряд. Довязываем их самостоятельно. И теперь вот спрячем верхнюю дырочку за передние стенки каждого столбика. Затянули. Прокалываем в середину и выводим где-то сбоку. Вот так пока смотрится наша игрушка. Теперь можно сделать утяжку для глазика. Внизу головы прокалываю иголку с ниткой. Оставляю небольшой хвостик на второй уголок этого же глазика. И вывожу иголку через один столбик. Точно так же проделаем со вторым глазом. Теперь берем вот эти нижние ниточки, зубик убираем и вот так подтягиваем немножко на один узелок, переходим на второй глазик, делаем утяжку на второй глазик, смотрим, чтобы утяжка была одинаковая. Вот. И теперь по второму узелку эти ниточки прячем вовнутрь изделия. И вот я еще приклеила носик, и получился такой бобер. Всем спасибо за внимание. До новых встреч!